Привет, друзья! Начинаем потихонечку шевелить наш прокатный парк. Ну, в плане того, что машины отходили определенное время, прошли пробег. Можно, в принципе, уже их вам предлагать для покупки, потому как на рынке предложение сейчас становится такое очень скудное и однообразное. Поэтому мы вам предлагаем рассмотреть наш прокатный парк в качестве покупки к новому сезону путешествий в 2022 году. Сегодня у нас в обзоре Adria Coral. Смотрите, значит, смотрим комплектацию, значит, Fiat Ducato. Ну, понятно, что это уже последнее обновление. Ну, наверное, предпоследнее, если уж быть точным, если экспертно, да, говорить об этом. Сейчас уже вышел новый Fiat Ducato, у него там другая обновленная панель приборов, там руль другой, но мы поэтому будем говорить, так скажем, предпоследнее обновление. Значит, передние фары с дневными ходовыми огнями, никаких, к сожалению, противотуманных фонарей здесь нету, ну, за исключением обязательного заднего. Значит, речь идет именно про этот автомобиль с госномером 611, вот запомните его, потому что будет здесь сейчас произноситься и пробег, и, так скажем, описываться его состояние. Вот, специально тут никакой подготовки не было, его тут не намывали, детейлинга, ничего не делали, вот просто взял его оттуда, вот из площадки, пригнал сюда и с вами теперь его осматриваю. Итак, значит, ну, по кузову какие тут могут быть вопросы? Хорошо, что поставили уже с завода брызговики, то есть вот в этой части, где часто пескоструит прям по металлу, здесь ржавчина не появится или появится еще очень не скоро. Вот эти брызговички родные, они очень хорошо выполняют эту задачу по защите кузова от преждевременного повреждения и коррозии. Значит, ну, тут какая-то полосочка на алькове, я думаю, что снимется просто обезжиривателем, ну, каким-то растворителем черным, где-то что-то цепанули немножко. Вот. Так, в целом, смотрите, лючки все на магнитиках. Помните, раньше были такие, ну, с фиксатором, который быстро выходил из строя. Теперь все на магнитиках закрывается. Ну, кстати, уже крышка не родная. Здесь, по идее, должен быть замочек, да, чтобы, ну, на всякий случай, чтобы вам в чистую питьевую воду что-нибудь не подлили. Ну, хотя бы ту воду, в которой вы моете посуду. Пить, наверное, лучше из бутылок. Так, значит, разъем 220 вольт. Сразу по типу выхлопного отверстия я определяю, что это отопление турбодизель. Это большой плюс для эксплуатации в России, в частности, ну, скажем, там, где не везде можно заправить, может быть, газ или просто лень его заправлять. Пожалуйста, вот дизель заправили, машина у вас едет и обогревается, и горячая вода у вас есть. Значит, туалетный лючок открыт, кассета, ну, в принципе, все в хорошем состоянии, здесь тоже все чисто. Нет каких-то там замечаний. Я даже чуть-чуть понюхал. Все нормально. ничего не пахнет. Значит, модель мы видим с вами, да, как я и говорил, Coral XL 600 DP XS. Значит, что нам нужно узнать по поводу внешних, скажем, атрибутов и по внешней комплектации? Я бы заглянул под брюхо и посмотрел бы на запаску. Так, здесь именно под брюхом запаски нет. Раньше была в прежних поколениях. Значит, важно отметить, что бак сбора сточных вод заизолирован, и к нему подводится обогрев. То есть автодом, благодаря вот этой опции и благодаря дизельному отоплению, можно свободно и легко и комфортно эксплуатировать круглый год. Значит, запаска будет в багажнике. Сейчас сразу возьму ключ, наверное, что мы будем туда заглядывать. Так, сбираем. Так, ну что ж, двигаемся дальше. Диски 16 размера, так назовем. Оригинальные, фиатовские. Итак, запаска на штатном месте на своем. Ну, в принципе, много места она тут не занимает. Видите, для нее специально даже здесь сделали ложбинку еще на заводе. Из-под брюха ее раньше приходилось доставать, ну, с некоторыми усилиями. Итак, значит,
здесь у нас в комплекте идет горловина, кстати, для заправки AdBlue, потому что не всегда есть пистолет, а AdBlue в этой машине уже нужно доливать. Ну, к сожалению, вот раньше был бак 120 литров, вот, а теперь только 90 максимум, потому что 20 литров дополнительные уходят от этого объема именно на жидкость AdBlue. Слушайте, большой, в принципе, багажник, ну, тут немножко ступеньки эти выпирают, ничего не сделаешь, потому что машина 7-метровая. Была бы она 7,5 метров, то багажник был бы еще больше. Значит, набор для замены колеса, и здесь, собственно, механизм, который позволяет эту кровать поднимать либо опускать, ну, в зависимости от задачи. Нужно велосипеды поставить, может быть, какой-то мотороллер, пожалуйста, подняли, зафиксировали. Вот с помощью вот этой белой рукоятки кровать движется вверх и вниз. Давайте с той стороны еще тоже дверь открою, поближе посмотрим там кое-какие элементы. Ну, максимально, видите, 150 килограмм, но это немножко условно, потому что здесь в данной комплектации стоит уже, ну, не уже стоит, с завода шел родной фаркоп, поэтому грузоподъемность багажника сразу будет выше. Также вижу здесь радары парковочного радара. Радары парковочного радара, ага. Прям красноречив сегодня, как никогда. Итак, значит, светодиодное освещение. Поближе с вами рассматриваем комплект для замены колеса. Ну, давайте уж, раз уж мы тут с ним рядышком. Домкрат, баллонный ключ и, если вдруг чего, вот, вкручиваем эту штуковину в бампер и буксируем. Вот отвертка. Все как обычно. Так, значит, багажник прогревается. Видим с вами отверстие, которое приходит из трубы комби. И здесь вот интересная такая была новинка. USB-розетки. Не знаю, честно говоря, что им тут заряжать в багажнике, но вот они есть. Прикуриватель. Ну, не знаю, может быть, какие-то гаджеты, какие-то устройства заряжаются от этого. И 220 вольт. Ну, вот это понятно, что здесь можно позарядить какие-нибудь там косилки, не знаю, там электрические, еще что-то такое, мотороллер, самокат. Ну, довольно-таки приличный разъем, это размер багажника. Закрываем. Так, значит, запаску мы с вами нашли, багажник осмотрели. Можно двигаться дальше. Кстати, вот интересная такая крышка. Наверное, здесь может быть отверстие для вытяжки. Странно. Вот, наверное, на зиму просто закрыли, чтобы не дуло. Скорее всего, она там есть. Сейчас с вами, наверное, и убедимся в этом. Ну, допустим, я как покупатель хочу посмотреть, что тут в газовом отсеке находится. Значит, стоит один баллон и, кстати, хороший редуктор Трума, который стабилизирует давление. И, по-моему, нет, по-моему, краш-сенсора здесь нету. Хотя вот кнопка. Да, есть краш-сенсор, друзья, вот он. Все нормально. Но газ, я повторюсь, здесь для отопления не нужен. Он пригодится только для работы холодильника, без подключения к 220 вольт. И для газовой плиты. Значит, вода греется от дизеля. Автодом сам тоже греется от дизеля. Так, ну что ж, заходим тогда уже в салон. Значит, ступенечка. И сразу значит, столовая группа представляет собой два дивана, как в купе. Столик может складываться вниз. И здесь мы оборудуем спальное место где-то размером 180-190 сантиметров. Можно сделать кровать большой. Вот так раздвигаются с обеих сторон эти консоли, так их называем. И сюда укладываются подушки. Также есть специальная дощечка, которая вставляется. То есть стол вот сюда выдвигается на уровень, да, с этими выдвижными консолями. И туда подкладывается специальная дощечка, чтобы вы могли здесь оборудовать большую двуспальную кровать. Значит, по кабине хочу сказать сразу. Самое важное то, что это автомат 9-ступенчатый, настоящий, тот, к которому вы все привыкли. Кондиционер, помощь при спуске, Traction Plus. Ну, розетки 12 USB, подушки безопасности водителя, пассажира, держатель для телефонов, планшетов и, конечно, шторки на окнах. Ну, тут вообще как-то реализовано вот таким образом. Видите, здесь лобовой закрывается, а
боковые окна закрываются вот такими матерчатыми штуковинами. Так, с кабиной разобрались, сидушки здесь не поворачиваются, ну просто некуда. Ну вот эту можно будет сделать при желании, ну если хочется, чтобы с вами пятый человек сидел, то пожалуйста, да. Ну здесь еще есть для пятого человека вот такое дополнительное место. Сюда кладутся специальные подушки, они наверху сейчас лежат. Вот, то есть здесь полноценное пятое место можно оборудовать. Вот тут человек сидит, спинка делается, все. Значит. А тут у него, значит, за спинкой у этого пассажира ящики для личных вещей и основной большой гардероб для одежды. Вот, вешалки, все. Кстати, открываем дверь, свет загорается. Закрываем и гаснет. Значит, по поводу пробега именно автомобиля как раз с госномером 611 мы сейчас с вами и выясним. По-моему, у него был пробег что-то в районе 70 тысяч километров. Давайте посмотрим сейчас. Так, видно, интересно. 69 452. Да. 69 452. Все. Запомнили? И не забываем. Альков. Главная отличительная черта вот этого класса автодомов. Здесь, смотрите, боковые окна есть, люка вот этого панорамного нету. Мне кажется, он и не нужен, потому что лишнее будет отверстие. Если вдруг хотите ехать, скажем, без кровати над головой, вот так вот приподнимаем, все, и она не мешает уже. Значит, для личных вещей полки, ящики, телевизор Samsung стоит, конечно, с ним будет автодом продаваться. Значит, вот зашли мы через дверь, но тут никакого ведерка, ничего такого нету. Окно тоже отсутствует, но это вот особенность комплектации XS. Здесь, по-моему, недоступно вот это окошко. Ну, я думаю, особо не нужно. Если хотите посмотреть, вот через кухонное можно увидеть, кто пришел. Тут выключается свет. Газовая плита мы видели с вами. Дометик вот в таком едином модуле. Разные по калибру. Горелки для маленького чайничка, там, для большой кастрюли и сковороды. Ящики все с доводчиками. Ну, в принципе, знаете, довольно-таки так опрятно все выглядит. Чистенько. Не зашарпанный автодом, как бывает. Знаете, положат туда сковородки, они там елозят всю дорогу. И потом на ящик смотреть вообще страшно. Так, значит, ну давайте двигаемся в направлении удобств. Здесь биотуалет, как вы помните. Полки для таких умывальных принадлежностей. И здесь я вам сейчас показываю вот эту вот инновационную откидную раковину умывальника. Вот, пожалуйста. Достали ее, повернули сюда смеситель, умываемся. Если нужно туалетом воспользоваться, закрываем, фиксируем. Туалет Тедфорд 20 литров. Вот что очень выделяет именно эту модель на фоне многих, так скажем, из тех, которые представлены у нас на площадке. Это вот действительно большая и такая впечатляющего размера душевая. Прям действительно может один человек мыться здесь, закрывшись на шторке, да, вот они есть, а другой может, не знаю, ну, не надо по туалетам пользоваться, наверное, а вот умыться там, забежать быстро, что-то руки сполоснуть, пожалуйста. Я думаю, ничего страшного не случится, все свои же, да, путешествуют. Итак, значит, с кухней мы с вами практически разобрались, осталось заглянуть в холодильник. Ящик здесь наверху для всяких мелочей. И сзади, друзья, большая двуспальная кровать. Напомню, что регулируется по высоте. Можете пониже опустить, будет на нее удобно взбираться здесь по лесенке. Удобно, кстати, сделали, что ступеньки, никакую лесенку не надо представлять, просто раз, два, и ты уже спишь. В общем, ну, кстати, пользуемся иногда вот этой штукой. Не лазить в багажник лишний раз, достал отсюда что-нибудь или положил и закрыл. На всякий случай, если кровать поднята вверху, может как-то проникнуть либо туда, либо обратно, если вдруг что-то с дверью случилось. Так, значит, все. Здесь главная хозяйская спальня, так ее назовем. Есть и люк, и окошко, ящики для личных вещей, и на шторку можно здесь отделиться. Так, значит, по автономности следует отметить, наверное, отдельно. Бак, как я сказал, топливный 90 литров. Запас воды располагается вот здесь в сидушке. По-моему,
110 литров. Ну давайте, я же не лень вам показать. Мы же пришли типа автодом покупать вообще, да? Вот. Поэтому откроем посмотреть. Так. Вот это самая цистерна. Так, судя по всему, здесь, да, большой бак стоит на 110 литров. И насос здесь не погружной, а так называемый проточный, типа шурфло. Видите, здесь нет погружного насоса, просто туда спускается шланг, засасывает воду и все. Сам насос находится в другом месте, там за специальной крышкой. Вот, то есть создает давление и раздает воду по потребителям. Так, здесь смотреть больше нечего. По-моему, вот как раз пробка механическая, которая закрывает и открывает воду, чтобы можно было слить полностью, а это датчик объема. Все, друзья, заливная горловина с улицы. Сюда вода поступает, собственно, в бак. Когда вы подъехали на заправку. Так, подголовники, я так понял, что можно извлекать, если они вам не нужны на стоянке. Ну, в принципе, особо это и не мешают. Значит, здесь у нас под сиденьем находится как раз печь отопления Трума. Вот, ну, наверное, видели, да, что он из себя представляет много раз. А здесь лючок для того, чтобы закрыть вот этот тот самый насос знаменитый, который сливает воду, если температура вокруг снижается там до плюс 2 градусов, ну плюс 2, плюс 4, все настреливает и сливает воду из бойлера, чтобы его не разорвало. Вот такой, друзья, классический альковный автодом в классической планировке, даже так сказать. Так-то он вообще довольно-таки современный, и автомат здесь, и хорошая кожаная отделка. Кстати, увидел пультик на стене и вам забыл сказать, что кондиционер тоже установлен. Truma Aventa будет работать от 220 вольт при подключении к внешнему источнику питания. И следует еще, конечно же, отметить, что тут есть специальный клапан, который открывает и закрывает обогрев цистерны сточных вод, которую мы с вами видели, когда заглядывали под днище автодома. Вот, наверное, если вопросов больше нет, друзья, то я буду заканчивать. Ну, хочу отметить, что есть несколько типов освещения. Здесь, допустим, светодиодная лента, включается там в 2 режимах яркости, она работает. Есть USB-розетки здесь для пассажиров, вот здесь они располагаются. То есть, в принципе, довольно-таки продвинутый автодом технически. Еще хочу отметить, что в автодома с дизельным отоплением мы всегда ставим 2 салонных аккумулятора. Давайте покажу сейчас, где он располагается. Наверное, вот здесь вот. Да. 2 батареи. Размер, емкость у нее по 95 ампер каждая. Они здесь под сиденьем у пассажира в кабине и находятся. Ну, кстати, хорошо, что не в жилой части. И здесь, кстати, рядом с ними совершенно логично располагается инвертор Dometic мощностью до 350 ватт. Ну, питает ваши ноутбуки. Телевизор можно подключить. То есть как-то попользоваться. Даже вне подключения к 220 вольт можно иметь свои 220 вольт, но небольшой мощности. Тумблер включения-выключения как раз вот этих 2 салонных батарей. Они заряжаются, напомню, во время движения через бустер. Довольно-таки хорошо заряжаются с помощью генератора автодома. Либо заряжаются также от 220 вольт, когда вы подключаетесь. Вот. Ну, Fiat мне лично нравится. Сам катаюсь много лет на этой машине. У нас он вообще 91 года до сих пор катается, все хорошо. Поэтому тут у меня таких серьезных замечаний по этой машине нету. Потому что в прокате у нас их довольно-таки много. И они хорошо выполняют свою задачу. Вот. Скажем, не разваливаются. Adrec Coral XL XS 600 DP с пробегом, ну, грубо говоря, 70 тысяч километров. В общем, пожалуй, на этом и закончу. Если вопросы остались, пишите, задавайте их в комментариях. Ссылка на предложение по продаже этого автодома будет в описании к видео.
поэтому я и не произношу ее сейчас устно, потому что цена может меняться в зависимости от курса евро, от какой-то еще внешнеполитической ситуации, которая там будет складываться, экономика, да, все это очень сильно влияет. Москва, проспект Мира, 150, яхта на колесах. Меня зовут Александр. Подписывайтесь на канал, скоро будут выходить другие выпуски про наш прокатный парк, который мы с удовольствием и сдаем в аренду и продаем. То есть вот этот автодом можно, допустим, взять, покататься там, на недельку, понять, что он вам нравится, он вам подходит, вы к нему даже, может быть, привыкли. Вот. И вот эта сумма, которую вы потратили на аренду, будет уже включена в стоимость. То есть, ну, прокатитесь, получается, вы бесплатно. Такой бесплатный тест-драйв. Всех съездили на юг, попробовали. Но я так еще добавлю от себя, что несмотря на суточную стоимость этого автодома в 22 тысячи рублей, представляете, 22 тысячи рублей, эти автодома разбирают в аренду в первую очередь. Поэтому подумайте. Вот. Наверное, люди не случайно делают выбор именно в пользу этого класса, в пользу вот такого действительно функционального семейного автодома со спальной над кабиной. Все, ребят, спасибо за просмотр. Поделитесь, там, прокомментируйте. И, если что, приезжайте, пообщаемся. Пока.